Двоечки, привет. А сегодня двоечкам, которые вчера выбрали первый расклад, второй вариант, достался расклад, о чем кричит твоя головная боль. То есть от каких мыслей ты пытаешься отключиться мигренью. Ни в коем случае не врачебный расклад, нет, мы посмотрим психосоматику. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем расклад. Итак, двоечки. Ну смотри, какая мысль или ситуация вызывает эту боль прямо сейчас. Ну смотри, по картам у тебя голова раскалывается от одной мысли, которая у тебя крутится месяцами. И это «я все контролировать должна», да, иначе все рухнет. Ты просыпаешься и сразу начинаешь сканировать весь будущий день. Кто чего сказал, кто чего сделал, кто может сделать что-то не так, где подвох будет, где ты не досмотрел. И вот это вот у тебя вот это вот каруселька мыслей. Ты прям физически чувствуешь, как мозг у тебя перебирает тысячи вариантов. Как все может пойти по звезде, да? Работа, дети, муж, деньги, мама, подруги, здоровье, ремонт, отпуск, работа, работа, работа. Все на тебе и все под твоим контролем. Ты никому не доверяешь. Нет, ни единому человеку. Даже если кто-то говорит там «я сделаю», да? Ты все равно потом перепроверишь 150 раз. Переделаешь даже, доделаешь сама. Потому что хочешь, как там говорится, хочешь, чтобы все было хорошо, да, сделает сама. Это твое кредо. Лучше тебя никто ничего не сделает. И эта мысль, она тебе ни покоя не дает, ни хрена, ни секунды покоя. Что же это такое? Даже когда в кровати ты лежишь, ты продолжаешь мысленно проверять там, например, там, закрыл ли дверь, да, выключила ли там утюг, написала ли сообщение подруге, перевела ли деньги, все ли заплатила. Ты не спишь, ты сканируешь. И голова, ну, она просто не выдерживает вот этой постоянной твоей гонки. Почему ты выключить эти мысли мигренью пытаешься? Ну, потому что если перестанешь контролировать хотя бы на секундочку, то ты сразу услышишь другой голос, да, который гораздо страшней, который говорит, ты все равно все просрешь. Или ты плохая мать, ты плохая жена, ты плохая дочь, ты ни на что не способна. Все, что ты построила, все развалится, потому что ты слабая. Вот этот голос ты боишься. И чтобы не слышать вот этот голос, ты продолжаешь крутить в голове вот этот контроль, катаешь его на вот этой карусельке. Потому что ты пока контролируешь, ты хотя бы занята, да? Пока ты проверяешь, перепроверяешь, переделываешь, ты типа там полезная. А если остановишься, сразу накрывает ощущение вот этой и собственной никчемности. А мигрень — это твой способ вырубить мозг, когда он уже перегревается от вот этого бесконечного контроля. Это как этот, знаешь, вот аварийное выключение. Этот, как его, предохранитель. Ты просто падаешь в темноту, потому что иначе ты сойдешь с ума от вот этого внутреннего крика, что ты все равно все просрешь. И ты выключаешься, потому что не хочешь правду слышать, что ты устала быть вот этим богом, я бы сказал. Ты устала быть единственной, кто держит мир на своих плечах. Я забыл, как этих называют. Атланты вроде.
который на плечах держит-то небосвод. Как избавиться от боли и разобраться с этими мыслями? А тут перестань контролировать все подряд. Тут даже трактовать не нужно. Вот прям с сегодняшней секунды, да, вот сейчасшней. Есть такое слово, не спорьте со мной, я с вами на кураптоновском языке разговариваю. Сейчасшнее есть такое слово. Вот смотри, выбери 3 вещи, которые всегда ты сама делаешь. Вот прям вот во что бы то ни стало, я буду это сама делать. И переложи на других. Конкретно 3, например, там покупки, да, оплату какого-нибудь счета на мужика на своего свали. И скажи людям, что теперь это твоя зона. И отойди, и не проверяй. И даже не подсказывай, и даже не переделывай, даже если они сделают все херово. Даже если, как говорится, молоко прокиснет. Понимаешь? Пусть. И, конечно, сначала для тебя это будет ад. Ты прям будешь физически чувствовать, как тебя на куски от желания вот влезть и все исправить будет рвать. Ты будешь ночью лежать и думать: блин, все пропало. Мы все умрем. Вот держись и не влезай. Это твой детокс от этого контроля будет. И когда захочется тебе там проверить или переделать, иди и делай что-то тупо приятное. Там посуду помой под музыку, ногти покрась, не знаю, как правильно говорится, не марафет, ногти, маникюр себе сделай, вот иди. Всякие тиктоки смотри. Вот что угодно, лишь бы не влезать. Ты должна физически переучить мозг, что если я не контролирую, значит ничего страшного не происходит. И, знаешь, еще начни делать ошибки нарочно. Вот прям специально, например, там, забудь хлеб купить, опоздай на какую-нибудь встречу. Или скажи: я не знаю, вот на вопрос, на который ты всегда ответ знаешь. То есть делай мелкие косяки каждый день, чтобы мозг привык, что мир не рушится, если ты не идеальна. Через несколько месяцев ты заметишь, что голова болит реже, да? А потом совсем перестанет. Потому что наконец-то разрешишь себе быть обычной, а не вот этим, как его, великим контролером. Понимаешь? Не будешь единственная, кто все держит. Просто будешь женщиной, которая иногда просирает, да, иногда забывает, иногда не успевает. И мир от этого не заканчивается. И ты начнешь наконец-то жить.